Всем привет, я Химит Пич, рада видеть вас на своем канале. Сегодня я вам покажу кое-что интересное. Это то, без чего не может обойтись, наверное, ни один акварелист. Догадаетесь, о чем я? Это палитры. Вы знаете, что я очень люблю красивые вещи, и я обставляю свою студию именно такими вещами. Я стараюсь покупать красивые материалы, я стараюсь покупать качественные материалы и окружаю себя всем этим. Все, что у меня есть, вы сможете увидеть в моей мини-студии. Для меня главным инструментом при работе с акварелью это палитра. У меня есть несколько пунктов, какая должна быть палитра для акварели. И на самом деле она должна быть не одна, потому что есть разные случаи жизни. Например, совсем скоро я хочу отправиться в путешествие, и, конечно же, я должна буду взять с собой акварель, потому что в любом случае я захочу рисовать, и мне нужно будет что-то удобное, практичное и легкое, для того, чтобы я смогла везде с собой носить акварель. Но что касается моей студии, то я предпочитаю более увесистые палитры, которые видно издалека, и которые в целом будут красиво выглядеть, потому что у меня уже муха. У меня были палитры для путешествий, но, к сожалению, они сломались, потому что они были из пластика. Видимо, не очень качественно, потому что все крепления, которые там были, они отпали. Ну и в целом, наверное, я очень часто ее роняла. Но не думаю, что это главное. Мне кажется, палитра должна переживать несколько падений. Я давно затеяла такую задачку найти огромную палитру для акварели, чтобы... Из-за того, что у меня очень много красок, и мне хочется попробовать многие цвета, но у меня нет возможности, потому что мне лень доставать все тюбики. Долго думала над тем, куда поместить всю акварель, которая у меня есть. И я придумала. Я нашла, совершенно случайно, увидела у других художников огромную палитру, где можно поместить около 50 кювет, 58, если не ошибаюсь. Проверьте меня потом. Я подумала, это будет идеально, я смогу поместить туда и цвета, которыми я обычно работаю, и цвета, которыми я хочу поработать и в целом попробовать. Как вы догадались, это вот эта палитра. Вы ее часто у меня видели в Инстаграм, так что я думаю, это было ожидаемо. Я очень много реально искала в интернете все возможные палитры, они были пластиковые, металлические, на самом деле мне такие совершенно не нравятся. Если вы подписаны у меня в Инстаграме, просто подпишитесь на него, то вы, скорее всего, не раз видели у меня вот такую классную, замечательную палитру акварели. И если вы хотите узнать каждый цвет, который здесь есть, то подписывайтесь на мой Patreon, поддерживайте меня как художника, и там вы сможете узнать все о моих материалах, которые я использую на данный момент. Это акварельная бумага, те же кисти или даже цвета. Так что, если вам интересно все это узнать и просто поддержать меня как художника, то, пожалуйста, подписывайтесь на Patreon. Всех вас жду. Но прежде чем начинать это видео, я бы хотела поблагодарить вас всех за то, что вы подписаны на мой канал и смотрите мои видеоролики. Еще минуточку. Я не помню, хвасталась ли этим, но я получила серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков на моем канале, и она немножко в пыли. Так что я бы хотела каждого из своих подписчиков, даже кто уже, наверное, не смотрит мои видео, поблагодарить за то, что вы действительно смотрите мой канал, поддерживаете меня, пишите комментарии и досматриваете видео до конца. Почему до конца? Потому что на ютубе очень важно именно удержание аудитории, и я вас попрошу, если вам нравится мой канал и вы хотите видеть больше от меня контента, то, пожалуйста, посмотрите видео до конца. Если честно, на ютубе очень важно именно удержание аудитории. Я бы была очень благодарна, если бы каждый, кто начал смотреть это видео, досмотрел бы его до конца. Ну а теперь давайте откроем коробочку. Кстати, не забудьте подписаться, поставить лайк и включить уведомления на моем канале. Так вы всегда сможете видеть мои видеоролики самыми первыми. А еще, и тогда вы сможете наверняка не пропускать мои новые видеоролики. А сейчас они выходят достаточно часто. СМР. Если честно, я не знаю, что вам больше нравится, просто смотреть, как я буду открывать коробку, или смотреть на мою реакцию. Поэтому давайте я попробую снять и то, и другое.
каждый раз боюсь на самом деле проткнуть что-нибудь ножом, когда открываю. Давайте начнем вот с такой круглой штуки. Я догадываюсь, что там уже. Так что давайте просто вскроем. Возьму ножницы. Нет, плохая идея. Не очень хорошо режется. Жесть. Что же там такое будет? Блин, непонятно ни черта. Так, сейчас я это выкину в коробочку. Та-дам! Это вот такая вот керамическая палитра. Я думаю, вы знаете, что я люблю в основном керамику, потому что я рисую акварелью, и мне не очень нравятся пластиковые именно палитры, потому что в них очень сильно въедается цвет чаще всего, и их немного сложно отмывать. Пластиковые палитры обычно не очень красивые, не очень эстетично выглядят, поэтому я всегда даю предпочтение тарелкам и вот таким керамическим изделиям. Это керамическое изделие ручной работы. Я вам покажу, и я еще могу вам показать то, что у меня вообще есть. Это, конечно, не очень презентабельно выглядит, но я думаю, вот у меня очистки от карандашей. Да, иногда керамические палитры я использую для такого мусора. Еще я иногда кладу чайный пакетик туда, когда попью чая. В общем-то, палитр не бывает никогда много, и давайте посмотрим поближе. Здесь такое шершавое покрытие, текстурированное, как бумага какая-нибудь акварельная. И здесь такая глазированная поверхность, блестящая, с такими вкрапинками. То есть тут она залита не полностью каким-то белым, как, например, вот эта заводская, полупрозрачным слоем. В общем, я люблю такие вещи. Все палитры, которые я сегодня покажу в этом видеоролике, сделаны вручную. Они из России, поэтому если вы захотите поддержать ребят, которые создают эти замечательные палитры для художников, то вы можете подписаться на их инстаграм. Либо, если вам понравится мой обзор или просто вам понравятся их палитры, то вы сможете заказать у них ту, которая вам нравится больше всего. Кстати, если у меня не получилось намешать на палитре какой-то удачный цвет или в целом мне надоели цвета, которые у меня получились, то я обычно вытираю это все сухим полотенцем, и палитра у нас снова чистая, и можно намешивать новые оттенки. А какие палитры предпочитаешь именно ты? Мне будет интересно послушать твое мнение в комментариях. У нас есть 3 с вами кулечка. Какой же из них мы с вами откроем первым? А давайте начнем с этого. Уп, чуть не помяла. Это магнитик. Та-да! Это что у нас? Открыточка. Спасибо, что выбрали нашу палитру. Ой, какая красивая. Смотрите, здесь есть отделение для кювет, потом... Ой, мне получается надо кюветы купить. У меня их нету больше, они закончились. И это место для того, чтобы смешивать краску. Достаточно большое, этого будет достаточно. Почти точно такое же, как и предыдущая моя палитра, чуть поменьше, конечно. Эта палитра, я не знаю, на сколько цветов рассчитана, зависит, скорее всего, от размера кювет, потому что они бывают квадратные и такие более уже вытянутые. В целом, эта палитра подойдет для дома, мне кажется, и для поездки, ну, не на... Давайте взвесим, сколько она весит. Совсем скоро буду отправляться в путешествие, так сказать, и я буду брать, конечно, с собой творческие материалы.
Вот, и мне кажется, очень важно взвесить палитру, потому что при сборе чемоданов это очень важно. В общем-то, она весит 556 грамм. Достаточно удобно. На самом деле напоминает какие-то такие старенькие сундучки, которые, я не знаю, когда я ездила на море, их везде продавали, и там было примерно такое же крепление, типа винтажное. Для того, чтобы поместить кюветы в палитру, дается вот такая магнитная полоска, вы нарезаете ее на нужные вам фрагменты, приклеиваете вот сюда на кювету, я не знаю, видно вам хорошо или нет, вот, и просто делаете так, и она, по сути, прилипает и не выпадает. И она будет держаться фиксированно. Очень большая палитра, ее, скорее всего, можно использовать уже только дома, потому что если вы ее возьмете с собой в поездку, то она явно займет у вас очень много места в чемодане либо ручной клади. Давайте взвесим. Она весит почти килограмм. Так что это точно палитра для домашней студии. Давайте откроем ее. Этой же палитрой вам не нужны никакие манипуляции, вы можете просто заливать сюда краску. Кстати, выглядит достаточно красиво, тут такой полупрозрачный слой, как я понимаю, смолы. И видно поэтому текстуру дерева под ней. Кстати, деревом особо не пахнет. Следующее это вот такой маленький сверточек. И давайте посмотрим, какая же палитра будет там. Ну, надо хотя бы для приличия один раз бантик развязать. Какая маленькая. У нее уже нет, получается, замочка вот здесь. Она, получается, как делается? Вот. Она открывается как книжечка. Эта палитра рассчитана вроде на 12 цветов, если не ошибаюсь. Тут 6 и здесь 6. Тут немножко видно клей, но я не думаю, что это страшно, потому что все это закроется кюветами. Маленькая площадь для рисования. Вот такие вот держатели. И она сама фиксируется на вот таких вот магнитиках, которые сделаны здесь. Ой, кстати, один выпал. Так. Я думаю, можно было бы, наверное, приклеить эти магнитики, чтобы такого не случалось. Так как эти палитры деревянные, то для них есть особенный уход. Не получится игнорировать его, потому что это не пластик или не металл, которым все равно на погодные условия. Например, эту палитру я получила самой первой, она пережила лето. Почему говорю пережила? Потому что у нее погнулась немножко крышка деревянная из-за того, что лето было очень сухим и жарким. Поэтому я хочу вам сразу рассказать некоторые мелочи, которые, возможно, помогут вам сохранить эти палитры на долгие годы. Создатели изготавливают палитры из устойчивого к воздействию воды дерева. Однако некоторые меры предосторожности не повредят. Если следовать простым правилам, палитра прослужит вам много-много лет. Очищайте место под замесы бумажными и текстильными полотенцами. Не мойте деревянные палитры под струей воды. Сушите палитру естественным способом. Не используйте для сушки фен или горячую батарею. Так что по возможности постарайтесь держать палитру в прохладном помещении. 2 раза в год покрывайте палитру маслом для дерева. И в целом это все рекомендации. Мне лично палитры эти понравились, но, к сожалению, некоторые из них у меня немножечко погнулись. Это для меня не критично, я старалась их убирать потом уже в более холодное место, но, к сожалению, такого у меня в квартире не оказалось. Мне также будет интересно послушать, стали бы вы покупать такие палитры, если да, почему, если нет, то тоже почему. Не забудьте написать свой комментарий, понравилось вам видео, было ли оно полезным. Что хотите видеть следующим, не забывайте написать это в комментариях, и я обязательно сниму на это видео.
теперь всем пока!